тот дождливый вечер, когда небо затянуло темными облаками, а молнии пронзали тьму, двое парамедиков, Марк и Алисия, находились в своей машине скорой помощи, готовясь принять новый экстренный вызов. Гроза разразилась со страшной силой, и шум дождя, стучащего по крыше, становился все громче. Несмотря на сильный шторм и опасные условия, они продолжали выезжать на вызовы, даже когда усталость уже сказывалась на их лицах и характере. Ночь, которая началась как обычная смена, быстро превратилась в ураган хаоса. Служба экстренной помощи получала частые сигналы о наводнениях и небезопасных дорогах. Внутри них бушевали чувства. Преданность делу и желание помочь тем, кто в беде, сплели их решимость и усталость в одно целое. Каждый вызов стал для них испытанием на терпение и смелость, но они были готовы встречать любые вызовы, даже если для этого необходимо было преодолевать собственный страх. В условиях непрекращающегося дождя и практически нулевой видимости Марк притормозил машину. Он едва успел заметить величественную фигуру на дороге, большую мокрую собаку, вызывающе стоявшую посередине полосы. Несмотря на шум и хаос вокруг, она была полна уверенности и решимости. Встревоженные, парамедики обменялись взглядами, пронизанными беспокойством. У Марка поднимается тревога. В его душе посели звоночек настороженности. Его интуиция подсказывала, что это существо охраняло что-то важное, возможно, даже человеческую жизнь. Алисия почувствовала, как ее сердце сжалось от сострадания к бедственному положению собаки. Этой ночью ей не хватало уверенности, а присутствие собаки добавляло вопросов о ее безопасности во время шторма. Внешний мир кипел и бушевал, но собака, казалось, была уверена в своем праве стоять здесь и сейчас, как будто выполняла важную миссию. Внутренний конфликт стал нарастать, и это решение о том, что делать дальше, зависело от них. Не в силах оставить животное в беде, Марк решает остановиться. Прикрываясь от дождя, они спускаются из кабины, и собака, встряхнувшись, становится готовой вести их за собой. Их решимость следует за ней, пока она уверенно начала двигаться вдоль переулка. Каждый шаг, который они делали, обострял ощущение важности того, что они выполняли. Параметры их выбора напоминали о ежедневной борьбе, которую они, парамедики, ведут, в то время как смертоносная буря бушует вокруг них. По мере того, как они следовали за собакой, все вокруг начинает стираться. Гремящий звук грома уходит на второй план. Дождь перестает быть мучительным. Собака ведет их вниз по оживленной тропе, направляясь к заброшенному мосту, поворачивая направо и направляясь к старому домику, где, по их предположениям, могло находиться больше интересного. Обостренное чувство надежды стало двигателем, дающим им шанс найти человека, нуждающегося в помощи. Как только они приблизились к старому деревянному дому, Марк и Алисия заметили мерцающий свет на крыльце. Он выглядел тревожно, и их любопытство побуждало их подойти ближе. Собака с тревогой в глазах вела их вперед, и как только они пересекли порог, слышен был треск скрипучего дерева. Они остановились на миг, прислушиваясь к тишине, царящей внутри дома. Но тишина была не пугающей, а наводящей на серьезные мысли, наполненной надеждой и беспокойством. Алисия, обладая квалификацией парамедика и природным инстинктом заботы о других, вздохнула и, уверенно ступая на влагу, шагнула внутрь. Тишина вокруг была угнетающей, но внутри нее ваша ключ была мерзлой и готовой выявить возможные жизни, которые нуждаются в помощи. Их внимание привлекло тусклое освещение в спальне, где, к их ужасу, они обнаружили пожилого мужчину, Генри Салливана. Он неподвижно лежал на кровати. Несмотря на слабый и неустойчивый пульс, который Алисия сразу заметила, ее адреналин вскипел, и она взялась за дело с неимоверной решимостью. Что-то внутри нее подсказывало, что на кону стоит жизнь этого человека. Она быстро начала оценивать его жизненные показатели, пока Марк не спешил принести кислород.
Генри едва реагировал на их присутствие, и здесь необходимо было действовать быстро, прежде чем время уйдет. Алисия попыталась уговорить Генри остаться с ними, вселяя в его душу чувство надежды и спокойствия, чтобы справиться с напряженной ситуацией. Ее голос звучал хорошо, как и уверенность, однажды утешавшая сердца тех, кому она помогала. Параметры их работы стали больше, чем просто выполнение задач, они стали участниками чего-то большего. Но помимо надежды, в их сердцах стали подниматься вопросы о том, кто он и как оказались в таком положении. Они начали обыскивать вокруг, стало очевидным, что Генри нуждается в медицинской помощи. Старик был в критическом состоянии с высокой температурой и подозрением на пневмонию. Алисия и Марк поняли, что доля времени миновала и каждый миг на счету, поэтому они старались действовать как можно быстрее. Их внимание сконцентрировалось на том, чтобы найти лекарства или документы, удостоверяющие личность Генри, которые объяснили бы, как ему могло быть так плохо. К сожалению, каждое их решение требовало недостатка на их трагические обстоятельства. Однако они нашли некоторые улики, которые связывали его с ближайшей больницей. Теперь быстрая женская нужда стремилась к ним, как можно быстрее доставить Генри в безопасное место. Его состояние ухудшилось, и время начало работать против них. У Алисии поднимался уровень стресса, и ее нервы стали показывать, что пройдет в тяжелую минуту. Каждый шаг на древнем и изношенном столе был важен. Нетерпение Алисии и Марка росло, пока они с осторожностью погрузили Генри на носилки. Сложная ситуация могла в любой момент перерасти в катастрофу. Огромная ответственность за здоровье старика давила на их плечи, и они понимали, что непреложная пневмония может стать убойной для человека его возраста. Они начали спешить, пересекаясь в заботе о его состоянии, и старались сохранять его жизнь, пока шагали по двору, затопленному дождем. Проходя мимо преграды и запутанных колышащихся ветвей, они столкнулись с воспоминаниями о жизни Генри, запечатленными на выцветших фотографиях, что стояли у стены обветшалого помещения. Кажется, опыт о его жизни постепенно поднимал их беспокойство о том, что это за человек. Непрекращающаяся ярость шторма и спонтанная испарина от напряженных переживаний все больше подчеркивались. Ожидания взлетали и падали, напоминая о уязвимости жизни. Приблизившись к шаткому мосту, они обнаружили ужасное, упавшее дерево, преградившее им путь. Этот зловещий знак заставил подозревать, что необходимо искать альтернативный маршрут. Исчезнувшее спасение милосердия стало давать тревогу, но они продолжали следовать за собакой, которая оставалась верной им и упорно вела их в нужное направление. Каждый след был заполнен отвагой, несмотря на напор стихии. Алисия и Марк отчаянно искали способ переправить Генри, которому требовалась срочная медицинская помощь. Пройдя через сильный шторм, они нашли старый сарай, который мог стать временным укрытием. Здесь они могли ввести ему дозу антибиотиков, чтобы стабилизировать его состояние, несмотря на проблемы, следовавшие за их отказом коммуникационных устройств. Это стало напоминанием о том, как быстро может меняться жизнь, когда они продолжали двигаться вперед под надеждой и устойчивым руководством верного пса. Во время сильного шторма на горизонте появился человечек в неоновом дождевике по имени Кайл, который предложил свою помощь и грузовик для транспортировки Генри. Это был знак надежды для Алисии и Марка, и они решили воспользоваться возможностью, чтобы как можно быстрее добраться до больницы. Совместными усилиями они стремились, несмотря на проливной дождь и затопленные дороги. Их сердца были наполнены решимостью, что они пришли на помощь в нужный момент. С ними была собака Сэмми, чье присутствие придавалось особое значение. Пройдя через импровизированный пункт сортировки, они передали Генри ожидающему медицинскому персоналу, который нашел время уделить этому процессу. Пес Сэмми воодушевленно подошел к своему владельцу. Он сидел и ждал, подмигивая надеждой, пока врачи наладили свою работу, направляя внимание на его состояние.
Шторм, наконец, стал стихать. Разразившийся катаклизм постепенно утихал, и в воздухе стало лучше пахнуть. Они верили, что Генри получит осмысленный уход. На протяжении мучительного путешествия Генри срочно доставили в больницу Маунт-Синай. Здесь специализированная медицинская бригада была готова помочь ему справиться с острой дыхательной недостаточностью, вызванной пневмонией. Параметры надежды вновь снизили тревогу у Алисии и Марка, когда они начали работать над ним. Несмотря на первичные неудачи, их решимость сообщить сыну Генри, Эндрю, об его состоянии росла, словно его душа, соскальзывая по границам времени. Однако разочарования быстро овладели их ожиданиями, так как они продолжали сталкиваться с неудачами в своих поисках, как найти Эндрю. Сэмми, преданный пес, находился постоянно рядом с Генри, и это создавало уникальную эмоциональную связь, помогая стабилизировать его состояние. Ситуация была непростой, но каждый раз, когда приходили визиты, Генри осознавал, какое значительное место он занимает в душах своих близких. В конце концов, состояние Генри стабилизировалось после инцидента, едва не приведшего к летальному исходу. Это вызвало глубокое облегчение у Алисии, Марка и пса Сэмми, которые находились верными ему во время пребывания в реанимации. В процессе восстановления Генри начал выражать свои благодарности, описывая свое состояние. Он стал делиться тайнами своего одиночества. Его сын Эндрю теперь жил отдельно, и он стал рассказывать о том, как ему не хватает общения и близости. История их связи вскоре привлекла внимание общественности, что способствовало созданию сообщений о том, как удивительно может быть дружба между людьми и животными. Это пробило Алисии луч света. Она нашла новую зацепку в отношении Эндрю, что снова подливало надежду на воссоединение, о котором Генри мечтал всю свою жизнь. Каждый поворот сюжета привносил чистоту, тоже забелившую их жизни. В это трудное время они поняли, как важно держаться друг за друга, подниматься над болью и вместе смотреть в будущее. Марк и Алисия, общаясь с Генри в реанимации, вскоре почувствовали, как их работа становится частью чего-то большего, чем простая медицинская помощь. Это связано не только с состоянием здоровья Генри, это был процесс взаимопонимания и восстановления душевной привязанности. Как только он стал подниматься на ноги и говорить, каждый раз его благодарность становилась все более глубокой и значимой. По мере его возможностей он рассказал Алисии о своем сыне Эндрю, с которым у него сложные отношения. Генри искренне жалел, что его сын, возможно, может не понять его страдания. Алисия глубоко прониклась этим и решила сделать все возможное, чтобы способствовать их воссоединению. Стремление улучшить качество их жизни придавало их работе новое значение. Вместе с Сэмми, который оставался верным спутником Генри на протяжении всего времени, они стремились просветить их жизни, собираясь в бурном темном небе, привнося новое дыхание надежды. Долгожданное воссоединение между Генри и Эндрю, произошедшее благодаря настойчивости и терпению Алисии, стало триумфом для всего их окружения. Шумный дождь и ураган, шедшие в тот злополучный день, не могли сравниться с радостью, которую принесло это событие. Воссоединяясь в объятиях, Генри чувствует, как с каждой слезой уходит и его одиночество. Объявленная властью любви между старым человеком и его сыном наполняла скромный дом, который они ранее покинули. Сэмми тоже сразу же был частью этой радостной воссоединяющей ситуации. Все понимали, что эта связь идет из глубин сердец, и как собака могла стать связующим звеном между семейством. Гроза в жизни Генри закончилась, и впереди расцвела новая надежда. Каждый из них был полон жизненной энергии, и по мере того, как город перестраивался от наводнения, их сердца были полны любви, что давало им силы двигаться вперед, чтобы не потерять друг друга вновь. Эта история показала, как важна связь между людьми и животными в периоды невзгод, с провалом в жестокость к милосердию.
Их переплетение связи началось под огненной защитой шторма, завершаясь благословением любви.